Привет всем, кто любит фильмы «Катастрофы». Это выдуманные истории, но человечество проходило и через реальные катаклизмы. Например, всемирный потоп. Так был ли всемирный потоп на самом деле или нет? Давай попробуем разобраться. Недавно мы уже говорили про Ноя. Если ты не смотрел этот выпуск, можешь перейти по ссылке вверху экрана или в плейлисте «Мой маленький влог». Также не забудь поставить лайк к этому видео и подписаться на мой канал. И все же о потопе. Согласно истории, описанной в Библии, Бог увидел, что люди на земле развратились, и все их мысли были злыми. Только Ной оставался праведным и добрым человеком. За это Бог решил его спасти от всемирного потопа. Он повелел Ною построить ковчег и взять туда членов своей семьи и по паре животных каждого вида. По окончании потопа ковчег остановился на горах Араратских, откуда началась новая история человечества. Звучит неправдоподобно? Можем ли мы этому верить? Если такая масштабная катастрофа была на самом деле, наверняка должны быть какие-то доказательства данного события. Фил, кроме Библии, существуют ли еще какие-то упоминания о всемирном потопе? В большинстве регионов земного шара существуют рассказы о Великом потопе или наводнении, произошедшем в древности. Всего на сегодняшний день известно более 200 подобных легенд. Так много? Да. Наиболее близка к библейскому описанию потопа история, описанная в знаменитом шумеро-аккадском произведении «Эпос о Гильгамеше». Также широко известны индийское сказание о потопе, изложенное Бхавагата Пурана, древнегреческая легенда о Девкалионе, предание североамериканских индейцев Хопи, перуанских кичуа эпохи империи инков, гватемальских индейцев кекчи, индейцев мапуче, коренного населения современных Чили и Аргентины, а также есть упоминания о потопе в китайских легендах. И что, все легенды совпадают с библейской историей? Наиболее далекой от библейской версии и одновременно самой забавной является легенда австралийских аборигенов о жадной лягушке, выпившей всю воду. Остальные животные, стремясь, чтобы лягушка открыла рот, хотели ее рассмешить, но звери перестарались, лягушка от смеха лопнула, и хлынувшая вода вызвала потоп. Ой, какая смешная версия! Фил, а что общего у этих легенд с библейской историей? Во всех историях описывается, что потоп был послан в наказание за людские грехи. В каждой легенде рассказывается, что Богом или богами была избрана одна семья и заранее предупреждена о надвигающемся бедствии. В большинстве рассказов семья спасается с помощью огромного деревянного ящика или лодки. Во многих случаях они берут с собой на судно и животных, а по завершению потопа посылают на разведку птиц. Почти во всех историях ковчег останавливается на вершине горы. Удивительно! Но, может, они просто скопировали эти истории друг у друга? Такое обилие легенд со множеством сходных пунктов трудно объяснить только заимствованием. Ведь большинство этих культур были значительно удалены друг от друга и географически, и во времени. Часть современных ученых склонны видеть в этом доказательство произошедшей на заре человечества глобальной катастрофы. Бру, история о потопе давно интригует людей. И существование стольких легенд по всему лицу Земли является косвенным доказательством данного события. Оно указывает, что всемирный потоп был на самом деле. Это была настоящая катастрофа, уничтожившая почти все население планеты. Читай Библию, если хочешь узнать больше об этой истории. Она записана в книге Бытие в 6 главе.